I will be sorry. Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Елена, и в этом видео я вам расскажу про свой опыт ринопластики в Иране. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь, ставьте лайк видео и поехали! Дорогие друзья, я этим летом решила сделать ринопластику. И, конечно же, мой выбор пал на Иран. Иран – это центр мировой медицины пластической с богатейшим опытом. Среди иранцев очень распространены пластические хирургии, и на первом месте стоит ринопластика. Первая проблема, с которой сталкивается человек, решившийся на такой шаг, естественно, это выбор специалиста. Потому что нам стали рекомендовать врачей, которые связываешься, то нету времени у них в плане того, что ты не можешь попасть на очередь в те даты, которые мне это было необходимо. Либо врач, например, в это время, когда я собиралась ехать в Иран, находился в Америке. У них очень часто такая практика: приезжают полгода, оперируют в Иране, потом оперируют за границей, так как действительно это специалисты очень хорошего уровня. И решили все это дело взять в свои руки. Конечно же, мы сначала думали оперироваться в Тегеране. Но так как мой муж из провинции, из другого города, мы поняли, что лучше оперироваться в родном городе мужа, где живут родители, так как лучший уход мне смогут дать только родители моего мужа. И это было абсолютно верное решение. Мы нашли двоих специалистов. Один пластический хирург, это была женщина, Ханума. Мы решили связаться с ней. Связались с ней по WhatsApp, через ее секретаря. Я отправила свои фотографии, сказала: можете ли вы мне помочь вот с такими моими запросами. Она лор, то есть это ухо, горло, нос, и также проводит пластические операции. А мы внесли предоплату, и я уже была спокойненько, что у меня, значит, найден доктор, и я могу со спокойной душой ехать в Иран. Я встретилась со своим доктором, это проходило примерно вот так вот. Мне бы хотелось убрать горбинку и немного укоротить кончик. Но я не хочу кукольный нос, меня интересует только естественная, натуральная форма. Можно сейчас я скажу? Да. У вас красивая внешность, но этот нос вам сейчас не подходит. У вас есть следующие недостатки. Небольшая горбинка. Также кончик, как карандаш, заострен и смотрит вниз. Есть выпуклость в ноздре. Что я могу для вас исправить? Мы уберем для вас эту горбинку, изменим модель кончика, мы не будем его задирать, как кукольный. Также, на мой взгляд, вот эта вот часть носа у вас широкая. Мы ее заострим и уберем При выпуклость. проведении операции есть несколько организационных моментов. Один из них: необходимо сдать анализы крови. Анализ крови на СПИД, на гепатит, антитела к гепатиту Б, сахар, на свертываемость и на беременность. А если выявляется хоть что-то из этих пунктов, вас не допускают к операции. Следующий этап – это необходимо пройти флюорографию для того, чтобы не возникли вопросы или какие-то проблемы с дыханием во время нахождения под наркозом. Третий этап: необходимо было съездить в саму клинику и заключить с ними договор об оказании услуг со стороны самой больницы. Это была частная больница, где за мной было закреплено койко-место стационарное. В Иране долго в больницах не держат. Ринопластика – операция, которая не требует нахождения ночью в больнице, то есть тебя выписывают в тот же день. У моего мужа взяли согласие на проведение операции. Я сначала думала, как это так, вот, почему женщина сама не может решить данный вопрос, почему необходимо согласие мужа. Потом мне иранцы объяснили, что это не то, что как бы согласие, это согласие на медицинское вмешательство, и если вдруг что-то случится, то ты как бы согласен помереть, грубо говоря, вот, что никто ни в чем не виноват. Следующий этап: врач меня отправил в специальную фотостудию, где необходимо было сделать фотографии до. Фотографии до делаются вот в такой прикольной шапочке, тебя снимают спереди, сбоку, для того, что эти фотографии доктор использует во время операции, чтобы было ему как-то, не знаю, наверное, лучше знать, что делать, что было и к чему мы стремимся. И вот, наконец-то, настал день моей операции. Мне необходимо было уже в 11 часов быть в больнице.
Операция была назначена на 13 часов. Мне сказали, что продлится примерно 2 часа. Нахожусь в приемном покое больницы. Мне выдали одноразовый комплект одежды. Уровень стресса у меня зашкаливает. Надеюсь, что все пройдет нормально. Я уже надела операционный комплект одежды, сижу и жду врача, пока меня заберут в операционную. В день операции очень важным является прикладывание льда на области отека под глазами. В этом мне очень помогла в моем состоянии жена брата мужа, которая приехала за нами в больницу. На завтрашний день после операции можно было снять марлевую повязку с кончика носа. Сегодня у меня второй день после операции. Меня вчера оперировали. Операция закончилась в 4 дня, и сегодня у меня вот уже 12 дня. Сейчас переживаю самое тяжелое время. Очень тяжело спать, потому что нужно спать немножко под 30 градусов относительно горизонта, так это скажем, чтобы голова была. И нужно спать на спине. Для меня это очень тяжело. Сразу спина начинает болеть, потому что всю ночь для меня это просто нереально. Но самое ужасное это то, что заложен нос и приходится дышать ртом. А это очень тяжело для меня, непривычно. После операции у меня, конечно, есть осложнения. Вы видите, что лицо раздулось, отек очень сильный и синяки под глазами. Это естественно, так как у кого кожа тонкая, у них чаще наблюдаются вот такие вот эффекты. Вот как иранцы, у них кожа более толстая, у них такое может происходить через несколько дней после операции. Но у меня вот так вот получается. И сегодня промываю нос уже, постоянно с носа течет и кровь, и то, что промывается. Сейчас переживаю очень тяжелые времена, но надеюсь на лучшее. Сегодня третий день после моей операции. После 48 часов сказали, что нужно уже прикладывать теплый компресс. Прикладываю грелку. Очень тяжело разговаривать. У меня вообще была варфоломеевская ночь. Я не смогла уснуть, потому что из-за того, что дыхание сперто, дышать вообще носом невозможно, рот пересыхает, язык пересыхает очень страшно, когда дышишь ртом. Жевать что-то вообще невозможно, можно только глотать пюре какое-то, суп, то есть и то это все настолько все через страдания, потому что это вся общая система рот, нос, уши, и все это взаимодействует, и здесь образуется у меня прям какой-то вакуум, когда глотаешь, сразу же какой-то звук в уши идет, звук идет в нос, очень тяжело. Пью очень много таблеток, антибиотики, гормоны, каждые 6 часов принимаю разные таблетки, я так боялась самой операции, а оказывается, что нужно было бояться именно вот этого периода после операции, потому что действительно очень тяжело, подкашивает, и теряешь и силу духа, и вообще и веру, и все это. Потому что уже кажется, все, уже ничего не хочется. А на самом деле нужно бороться. С нетерпением жду субботы, когда мне снимут вот этот пластиковый каркас, который сверху носа, и трубки, которые находятся внутри носа. Тампоны мне не ставили, ставили пластиковые трубочки. Я думала, буду дышать через трубочки, а ни хрена, ничего ты не дышишь, никакой разницы нет. Говорить очень тяжело.
Все тяжело вообще, очень тяжело. Наступил этот долгожданный день, когда мне должны были снять всю эту поддерживающую конструкцию, шины, а также мне удалили несколько швов, меня принял ассистент моего врача. Я думала, все, буду дышать, но это было не так. Я дышала буквально 30 минут, потом снова отек и проблемы с дыханием. Я хотела спросить, а кончик носа уменьшится? Везде все уменьшится. А затем мне доктор показала, как правильно необходимо лепить пластырь на переносицу. В Иране в течение 3 недель после ринопластики необходимо носить такой фиксирующий пластырь, который фиксирует форму. Многие иранцы считают, что его нужно носить в течение 6 месяцев после операции. Поэтому часто можно видеть на улицах девушек, которые вроде бы вот ничего нету от ринопластики, все зажило, но она носит пластырь. Мне даже иранцы после того, как я убрала этот пластырь, который меня очень дико бесил, потому что я каждый день мыла лицо, и когда я его отскребала, мне казалось, что мне сейчас прям кожа оторвется, и я уже мечтала, когда же поскорее можно убрать этот аксессуар из своего обихода. Мне многие иранцы писали: Лена, да как так, ты не соблюдаешь, да у тебя могут быть такие осложнения, да у меня там я сама оперировалась, и вот так вот я носила 6 месяцев, да у меня там знакомые тоже, и вот так, понимаете, поэтому у каждого свое мнение, но мне доктор сказала, лучше не носить, чем его клеить неправильно, и вообще после 3 недель нету вообще никакой необходимости в нем. Мои дорогие, у меня уже на данный момент около 4 месяцев прошло с момента моей операции. Я вам могу сказать так, что, конечно, первые 3 месяца были тяжелыми. Самый тяжелый период послеоперационный – это первый месяц. Это, можно так сказать, даже ад, когда ты уже, наверное, даже пожалела, что я это сделала. Я изначально думала, что так как мне будут вставлять сплинт, а не тампоны, я буду дышать. Это была полная наивность, оказалось, что это не так. Я вам так скажу, что у меня нос был заложен, наверное, первый месяц, а полностью я восстановилась уже через 3 месяца, когда я капли для носа отложила в сторону, и ночь стала проходить без использования капель для носа. Я ходила постоянно с открытым ртом, как, как дурная, что называется, потому что тебе нужно ртом дышать. Ночь, само даже слово «ночь» вселяло в меня уже какой-то страх, потому что для меня это было очень тяжело. Постоянная бессонница, которая, конечно же, на меня очень сильно влияла и психически очень действовала. Когда я вновь вернулась в Минск, здесь постоянный ветер, температура достаточно холодная, и у меня пошло опять ухудшение. То есть в Иране под солнышком вроде бы вот я стала поправляться. Как только я вернулась в Беларусь, сентябрьский осенний ветерок вот только чуть-чуть касался моего лица, у меня начиналось сразу же нос этот как печь, грубо говоря, вот как после мороза. Было действительно очень тяжело. Что я могу вам в целом сказать? В целом я осталась довольна. Сравниваю свои фотографии и видео до, сравниваю то, что я имею на данный момент. Да, не все идеально. Говорят, что необходимо, чтобы прошел целый год до того, как все усядется на свои места и будет полноценная картина. Но в целом, в общем-то, уже после 3 месяцев я себя чувствовала отлично. Для меня был самый важный момент, когда же я отставлю капли в сторону. Я старалась днем не использовать капли, хотя как бы естественно, что иногда это происходило. Ночью я использовала капли для носа, и я уже реально боялась, что я подсела на них. Потому что знаю очень много людей, которые используют всю жизнь капли. Я не хотела быть одной из них. И в прекрасный один вечер я понимаю, что, наверное, я могу заснуть и без этого. И вот так вот опа-опа, и я капли отложила в сторону. Очень долго промывала нос. Я 3 месяца промывала нос ежедневно, по несколько раз. Мне помогал комплекс Dolphin на основе морской соли. Это то, что
просто вот для меня было святым делом. Сейчас я могу показать результат, вы сами наблюдаете, сравним с теми фотографиями, которыми, значит, у меня, можно сказать, моя картина до, моя картина после. Вот, вот, мои хорошие, наверное, все, что я вам хотела рассказать про свой опыт. Жду от вас комментарии, поменьше токсичности, побольше поддержки. Спасибо всем за просмотры и до новых встреч!